Добрый день, с вами канал Интерес, и сегодня поговорим о Луне, о делении лунного цикла на периоды или фазы, и что они собой представляют, и какую энергию они нам несут. В конце видео о лунных советах, что можно делать, а что нельзя делать на убывающую или растущую Луну. Хотелось бы отметить, что еще наши предки считали, что Луна оказывала значительное влияние на нашу планету. В древности о Луне складывали легенды, и было замечено своеобразное поведение небесного светила. Еще в период античности было отмечено, что Луна каким-то образом влияет на приливы и отливы, влияет на поведение людей и животных. Итак, о фазах Луны и как они влияют на нас. Благодаря своему движению вокруг Земли и, соответственно, смещению своего расположения относительно Солнца, нам видна Луна всегда по-разному. Иногда это тонкая полоска, иногда Луна очень крупная и круглая. Между периодами исчезновения Луны проходит около месяца, то есть 4 недели. Лунный цикл можно поделить на 4 периода, фазы Луны, или еще как в природе 4 лунных времени года. Это лунная весна, лунное лето, лунная осень и лунная зима. Начнем с новолуния. В этот момент Луны не видно. Планеты выстраиваются в такой последовательности: Солнце, Луна, Земля. Это энергетический минимум. Энергия практически на нуле. Это время для пассивного времяпрепровождения, для расслабления. В новолуние очень сложно сохранять психическое и физическое равновесие. Новолуние может оказывать на нас влияние 2 или 3 дня до и после него. Затем наступает период растущей Луны. Растущая Луна длится 14-15 суток до момента полнолуния. Есть еще понятие как лунная весна. Это период от момента новолуния до конца первой четверти. С начала второй четверти до полнолуния – это период уже лунного лета. Как понять, что Луна растет, например, а не убывает? Все очень просто. Если серпик тонкий и можно мысленно провести палочку слева и получится буква «Р», то значит растущая. В период растущей Луны идет увеличение энергии. Энергия набирает силу. В это время лучше всего начинать что-то новое, воплощать в реальность задуманные планы. Для начала всего, что требует роста и прироста. Мы набираем силы, настроение растет. Это хороший период для укоренения любой полезной для вас привычки. Это время новых начинаний. В этот период лучше всего менять работу, место жительства, путешествовать. Что касается растений из сада-огорода, то в период лунной весны и лунного лета, как и в природе, все оживает и набирается сил. Сок растения поднимается вверх от корней к стеблям. После растущей Луны наступает полнолуние. В этот момент Солнце освещает Луну полностью, и мы видим полную Луну. Светила на небе выстраиваются в последовательности: Солнце, Земля, Луна. Это период, когда энергия достигает своего максимума. Происходит подъем и прилив сил. В это время нужно держать себя в руках, ведь может наблюдаться излишняя раздражительность, и стараться свой переизбыток энергии направлять не на конфликты и выяснение отношений, а в нужное русло, например, в творчество. Наше подсознание рисует нам яркие образы и дарит вдохновение. В эти дни лучше планировать дела, от которых вы ждете максимум результата. Следующий период – это убывающая Луна. Это период с полнолуния и до новолуния. Если посмотреть на Луну, в этот момент вы и увидите букву «С». Значит, это убывающая Луна, либо еще стареющая. Энергия в этот период идет на спад. Мы становимся менее эмоциональными и активными. В это время лучше завершать начатые дела, заниматься обычными рутинными делами, избавляться от всего ненужного. Будет полезно в этот период сделать генеральную уборку в доме, сесть на диету. Это отличное время от избавления от плохих привычек. В этот промежуток времени лучше отдавать долги. Это поможет обновить денежный поток и привлечет в жизнь новые деньги. Во время убывания Луны выделяют период лунной осени, это от полнолуния до конца третьей четверти, и период зимы, от начала третьей четверти до новолуния. Что касается растений из сада-огорода, то в период лунной осени и лунной зимы, как и в природе, все успокаивается. Сок в растениях направляется вниз от стеблей. Считается, что новолуние большее влияние оказывает на мужчин, чем на женщин, а полнолуние, наоборот, на женщин. А теперь о некоторых лунных советах для вас.
Различного рода хирургические вмешательства, удаление бородавок, лечение ногтевого грибка – лучшее время – убывающая луна. Что касается женской красоты, то маски питающие стоит наносить на растущую луну, а процедуры по очищению лица – на убывающий. Волосы стричь надо на убывающую, медленнее будет отрастать. Начинать похудание тоже на убывающую. Всем известно, что женщина по природе своей наполнена энергией лунной и подвержена ее влиянию больше, чем мужчина. Поэтому у каждой из нас есть возможность увеличить в себе лунную энергию, используя различные практики. Но об этом будет совсем другое видео. Для садоводов-любителей нужно принять за правило следующее. Все, что дает плоды нам над поверхностью Земли, то есть вершки, нужно сеять и сажать перед полнолунием, то есть на растущую луну. А то, что дает плоды в земле, как говорится, корешки, на убывающую луну. На убывающую луну нужно полоть сорняки и обрезать фруктовые деревья и кустарники и вносить в почву удобрения. Деревья пересадить лучше всего на растущей луне, так как они лучше приживутся. При стрижке газона, если хотите, чтобы трава росла медленнее, то стригите ее на убывающую луну. На сегодня у нас все. С вами был канал Интерес. Присмотритесь к Луне, изучите ее аспекты и посмотрите, как они работают. До новых встреч!